Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня вторая часть видео про школу и про мой опыт в итальянской школе. Вообще-то у меня уже была записана вторая часть, но так как я недавно вышла из карантина, который длился около 10 дней, потому что я приехала с Украины, мне нужно было сидеть карантин, я наконец-то вышла. Я решила записать видео в таком небольшом парке, недалеко от главной площади. Вот такой небольшой парк, вот там вот есть небольшая сцена. Вечером здесь играют музыканты, а сейчас люди отмечают свой выпуск из университета и, в общем, отдыхают. И в первой части своего видео я рассказывала, в общем, про образование в Италии, как оно устроено, сколько лет учатся итальянские школьники, какая система оценивания. В общем, рассказала про виды лицеев и что именно я училась в лингвистическом лицее. Я оставлю ссылочку на мое прошлое видео. Если вы в первый раз на моем канале, то советую начинать с него. Это так непривычно снимать в общественном месте. Как вы узнали с прошлого видео, я училась в лингвистическом лицее. Это значит, что в моей школе, помимо базового набора предметов, были также языки. Если честно, я изучала не все предметы, потому что, как вы можете понимать, приехала я с нулевым знанием, абсолютно ничего не знала на итальянском языке. Оглядываясь назад, я понимаю, что я была очень отчаянной. Я прекрасно понимала, что все уроки будут проходить на итальянском, ну, почти все, да, и все мои одноклассники. Несмотря на то, что в моей школе написано, что на Liceo Internazionale все мои одноклассники были итальянцами, и, соответственно, на переменах разговаривали всегда только на итальянском. Первый день я очень сильно нервничала, я не находила себе места. Я помню, я звонила всем своим подружкам, чтобы получить какую-то поддержку. Я очень сильно волновалась. Одноклассники оказались очень хорошими людьми. Да, конечно, многие из них не разговаривали на английском или не хотели разговаривать, но большая часть мне очень сильно помогла. Кто-то открыл шампанское. В целом обучение было довольно интересным. Первые, наверное, недели 3 я была в диком восторге. И одновременно я немножко была разочарована, потому что я не понимала итальянского, и многого я тоже не понимала. Общаться с одноклассниками было трудно. Нужно было как-то начинать, то есть проявлять инициативу в общении. Тебе что-то нужно спросить, если ты чего-то не знаешь. Лучше спросить, то есть, ребята, те, кто собирается в итальянскую школу, без знания языка, если вам нужно что-то спросить, вы чего-то не знаете, не ждите, пока вам расскажут. Вам никто ничего не расскажет. Это не потому, что они не хотят этого вам рассказывать. Они просто, я думаю, не хотят навязываться, но в основном вам о всем нужно спрашивать. Итак, какие же уроки я брала и какие я не брала уроки? Из языков я брала английский по понятным причинам. Английский — это язык, который меня очень сильно выручал. Я разговаривала на нем со всеми, включая учителей поначалу. У меня было 2 профессора английского. У них очень интересная система, потому что с одним профессором мы больше изучали литературу, а с другой профессорессой мы больше изучали историю Англии и также литературу того периода. Мне очень сильно понравилось, я была без ума от истории на английском, у меня никогда не было такого опыта. И также с литературы. Я сначала вообще не понимала, что происходит. У них было 3 группы французского, в зависимости от уровня. То есть есть люди, которые на начальном уровне, то есть это какая-то базовая грамматика. Вторая группа уже более продвинутая, то есть тоже лексика, тоже грамматика, но уже как-то больше интенсивно, уже такой продвинутый уровень. И последняя группа, третья, уже когда люди очень хорошо знают и грамматику, и лексику у них уже есть, они изучают непосредственно
историю Франции на французском, литературу, прям читают книги того времени, да, то есть если это Возрождение, то это работы какого-нибудь Руссо, да, также философию, то есть, понятно, уровень уже очень высокий. В Украине я уже начала учить французский, я уже знала базу, у меня уже был диплом А1, такая база, знаете, и я уже медленно, но верно перешагивала черту А2. Я решила пойти в самую трудную третью группу. Я была в классе, в группе с теми людьми. Фух, жарко здесь. Жарко. Я была в группе с людьми, которые на голову-то на 2 выше меня, лучше меня в знаниях, да, то есть у них уже есть такой хороший набор. Но в то же время, когда... Я думаю, люди, которые изучают языки или что-либо, они знают, что когда ты находишься с другими людьми, которые лучше тебя в чем-то, да, когда ты видишь, как они общаются, твое обучение проходит намного быстрее. Когда ты видишь, к чему стремиться, да, то есть ты не стоишь на месте, ты пытаешься сравняться с ними. Я думаю, что мой французский продвинулся очень вперед за это время. Даже при пассивном изучении не было такого, что я вот сильно изучала так французский, очень интенсивно. Нет, потому что, если честно, большую часть своего времени я посвящала итальянскому. Но то, что мне приходилось много читать, много слушать, смотреть разных видео, потому что мне нужно было делать домашние работы, мне нужно было отвечать на уроки, понимать вообще, в чем суть, да. Были устные экзамены, когда учитель что-то тебя спрашивает на французском, и ты должен ему отвечать на французском, рассказывая сюжет поэмы, которую вы изучали, или рассказывая, в чем заключалась философия Монтескье. Итальянский я учила с нуля на английском. Я не учила его вместе со своим классом, потому что мой класс — это итальянцы. Итальянский, как урок у них был другой. Они изучали, например, Данте, комедию Данте они читали на итальянском. Я училась с учительницей в школе. Это было классно, потому что моя учительница... Она всегда, кроме каких-то сухих фактов грамматики, да, то есть это всегда был какой-то разговор, это всегда был разбор каких-то песен, да, то есть мне нравится, что у нас не было такого вот сухого материала, мы всегда разбавляли в этом песни, каким-то фильмом. Я 10 июня сдала тест, который называется Chills, на B1 по итальянскому. Жду результатов, потому что сегодня уже 9 июля, уже месяц прошел, но на сайте написано, что результаты будут через 3 месяца. Это Италия. Урок, который давался мне сложнее всего, но тем не менее я пыталась получать удовольствие, пыталась учить, и я уверена, что я буду учить этот язык. Это испанский. Испанский давался мне тяжело. Почему? Во-первых, потому что его преподавали на итальянском, который я не знала. Как я уже сказала ранее, мои одноклассники безумно помогали мне, переводили мне все на английский. В целом атмосфера была очень дружелюбная. Если честно, первые уроков 5, а то даже и больше, я не понимала вообще, что происходит на уроке. Вообще. Учительница задает мне вопрос. Я смотрю на нее, а в моей голове ничего, вот просто пусто. Не проносится ни одной мысли. Я даже не могу построить логическую цепочку. Какая вообще тема урока? Я не то чтобы я там сидела в окно, смотрела, что вообще не слушала. Нет, я действительно слушала. Учительница, она с Испании, то есть она native speaker, да. Очень хорошо разговаривает на испанском, но она также знает итальянский. Но итальянский у нее с акцентом. То есть я и на итальянском не понимаю, и на испанском тоже. Со временем ты втягиваешься, со временем ты понимаешь, что человек от тебя хочет, да, понимаешь, уже как-то слова запоминаются, да, ты их уже не столько учишь, сколько ты их несколько раз за день слышишь, да. Физкультура. Я обожаю физкультуру. В связи с пандемией, со всей этой ситуацией, тренироваться в зале было невозможно.
В нашей школе не предусмотрен спортивный зал, поэтому на автобусе нас отвозили в другой такой зал с навесом. Я, кстати, такого никогда еще не видела. К сожалению, не могу вам показать фотографии или видео, потому что там нельзя было снимать. Очень похоже чем-то на такой навес цирка. Странно звучит, но так и есть. Когда немножко ослабляли ковидные правила, мы иногда ездили туда и занимались там, в масках, конечно, не очень классно. Это было, по-моему, осенью, да, в начале осени, до зимы. Зимой ужесточили все эти правила, мы пошли на дистанционное обучение. И, конечно, большая часть физкультуры у нас была онлайн, то есть учительница нам что-то рассказывала, да. Даже было время, когда у нас было интеррогацион. Интеррогацион — это устный экзамен, когда выбираете тему, например, у нас были темы Олимпийские игры, и мы должны были выбрать какое-то направление спорта, которое есть в Олимпийских играх. То есть я выбрала бадминтон, я рассказывала про бадминтон. Помню, что это было очень стыдно, потому что уровень итальянского тогда желал лучшего. Но потом, когда уже стало потеплее, случаи ковида уменьшились, могли уже выходить на улицу, произошло очень классное событие. Мы начали играть в фрисби. У меня было 11 лет физкультуры. Из 11 лет физкультуры в Украине я ни разу не играла в фрисби. Чтобы уточнить, фрисби — это, знаете, когда вы такой диск кидаете, в основном на пляже на него играют. И я думала, что как можно играть в фрисби? Просто кидаете этот диск и все. Нет, то есть там есть какие-то свои игры, там есть способы подачи, да, как правильно стоять. Приходили молодые парни, которые профессионально этим занимаются, и нас этому обучали. Мне очень понравилось. Далее у нас был турнир, и собрались разные классы, разные команды. Было немного неловко, потому что обычно в школе все друг друга знают примерно. Так как я иностранка, я многого не знала, но познакомилась тоже с разными людьми. Второй предмет, который был для меня небольшой проблемой, и из-за которого я очень много волновалась поначалу, это математика. Когда мы пришли в школу, мы говорили с директором, она сказала, что давай ты возьмешь математику, потому что, по сути, она права, да, то есть математика сейчас это там в основном только цифры, буквы, иксы, игреки, то есть ничего сложного. Но в первый день я очень сильно переживала, я повторяла там квадратные уравнения, там, как решаются логарифмы. Но из-за того, что это школа лингвистическая, да, можно так сказать, большой уклон на математику все-таки не делался. Профессор рассказывал все чисто на итальянском, да. Но выяснилось, что очень много терминов похожи с английским, похожи с русским. Больше всего, что меня удивило, это то, что решают квадратные уравнения они по-другому, чем мы. Мы решаем их в два действия, они решают в одной формулой. И это заставило меня задуматься о том, что люди из разных стран, да, из разного окружения, из разных национальностей, они делают те же вещи, что мы с вами, но по-другому. Вот в этом вот и прелесть того, что ты живешь и путешествуешь в разные страны, потому что ты видишь, как обычные вещи, возможно, которые ты привык делать одним способом, и ты думаешь, что это единственный возможный способ решения ситуации, они делают его совершенно по-другому. Смена локации, потому что солнце начинает припекать, оно уже прям в зените. И я прошу прощения за сверчков, это сверчки, цикады. Я уже просто прям слышу, как на заднем фоне моего видео будут вот эти цикады, они здесь просто бешеные. Днем, ночью, неважно. И впоследствии, как оказалось, математика еще переливалась в физику, о чем я даже не догадывалась. И с физикой у меня никогда не было особых проблем в школе. Что я не брала? Я не брала философию, я не брала историю, я не брала историю искусств. Потому что я не знала итальянского языка. Вы думаете, я не пыталась? Во второй же день я просидела, я попробовала, и это было самые трудные уроки за всю мою жизнь. Боже мой, цикады перестали петь. Я не ходила на шенцы, что включает в себя биологию и химию, по понятным причинам.
И на самом деле очень обидно, потому что цикады перестали петь как раз тогда, когда я уже заканчиваю свое видео. Ну, ничего, зато вы будете слушать прекрасные звуки Италии. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, и пишите комментарии. Всем пока!